У нас идет видеозапись, вы даете согласие на комментарий, который будет показан в интернете? Да, пожалуйста. Что, спасибо. Представьте, пожалуйста, как вас зовут, какого года рождения, откуда вы? Я Матвеев Николай Петрович, 7 февраля 86 года рождения. Родился в селе Юрьево Кремлевского района Омской области. На данный момент проживаю в семье, город Новосибирск, улица Петухова, 99/2, квартира 316. Как вы сюда попали? Я вас прошу, пожалуйста, успокойтесь. То есть нет никакого желания как-то агрессивно вести беседу или там уже, да? То есть вы расскажете ровно то, что вы посчитаете нужным. Как вы сюда попали? На территорию Украины попал. В середине января пришел приказ на отправку на учения из Белоруссии. Мы приехали в Брянскую область эшелоном, разгрузились, поставили лагерь. Все было нормально. 23 числа вооружились, получили боеприпасы, получили приказ от командования на выдвижение в Республику Беларусь, затем пересечь границу с Украиной. 24 числа мы пересекли примерно в 5 утра государственную границу Украины. Продвигались по Украине, не знаю сколько по времени. Может, часов 5-6 ехали, ждали, остановок не было. Какие-то населенные пункты, я не знаю, название видел, я в Конге ехал, пытался обеспечить связь с вышестоящим командованием. Затем колонна попала под обстрел на какой-то федеральной трассе, я так понимаю. Потому что я когда вышел с КамАЗа, 2 полосы в одну сторону движения, 2 полосы в другую сторону движения. В Украине нет федеральных трасс, потому что мы не федерация. Я не знаю. Вы уже в Украине попали, да? Да. Да, смотрите, я правильно услышал сейчас, что вы получили приказ именно на вторжение в Украину? Да, что заходим туда. То есть это было понятно, куда вы идете, да, и это были не учения? Конечно, нет. Потом это уже все было понятно. Это было, грубо говоря, перед самым тем пересечением границы с Украиной. 23 числа, получается, вам дали конкретно приказ на вторжение? 23-го нам дали приказ на выдвижение. На выдвижение, уже в Украину, да? Не, просто на выдвижение. Мы зашли на территорию Беларуси, я так понимаю, и через Беларусь уже зашли на территорию Украины. А что-то вам объясняли дополнительно? Нет, ничего не объясняли. По территории Украины мы продвигались. Я не знаю, сколько мы километров проехали. Может, там какие-то леса, лесопосадки, потому что я ехал в Конге, и я понимал, что это не дорога, потому что КамАЗ, он со стороны на сторону переваливался, какие-то ветки цеплялись там за это, по Конгу шоркались. Все, на трассе мы попали в засаду, колонну обстреляли. Радиостанцию мою, она не бронирована, ничего, очень сильно разбили. Вы связист сам? Я сам связист, да, начальник радиостанции. А звание? Старший сержант. Старший сержант. Дальше? Все, получил тяжелое ранение в ногу. Буквально это у меня секунд на 10-15 боя было. Мне перебило ногу в берцовой кости, раздробило ее, нога повисла. У меня не было ни промедола, ничего с собой, только жгут и ПП. Жгут мне там мои подчиненные были со мной в Конге. Они остались целые. Не получили ни ранения, ни увечий, ничего в тот момент, только я. Мне перетянули ногу, и они спешились с КамАЗа, вышли. Я посидел маленечко в КамАЗе, снял ботинок, потому что он кровью наполнился, разрезал шнурки ножом. Выпал с КамАЗа, лежал возле задних колес. При мне было оружие, все как положено. Я смотрел, что наша колонна по трассе туда-сюда ехала, ездила. Как ездила туда-сюда по трассе? Она туда мыкнулась вперед, куда мы ехали, потом назад, что-то развернулась, обратно туда поехала. Вот так вот и ездила колонна. Потом КамАЗ остановился, с него выскочил офицер, посмотрел в кабину, в мою. Дверь была открыта пассажирская, помотал что-то головой, у меня спросил, ты как? Я у него спросил, что дайте мне промедол и заберите меня. Он сел в КамАЗ и уехал. Я там лесополоса шла. Он не дал вам промедол? Он не дал мне промедол. Он вообще ничего не сделал, он просто сел и уехал? Да. Это офицер России? Да. А как по поводу своих не бросаем и все? Видите как.
на словах только, да, я так понимаю? Наверное, может где-то бросают, где-то не бросают, не знаю. Ну, Да. в вашем случае как Ну, получилось? в моем случае получилось, что меня бросили. Может быть, к этому лучше, это и к лучшему, может, там колонну до конца разбили. Не знаю. Я не знаю, что там с моим личным составом, у меня 4 человека. Водитель, я так понимаю, погиб, потому что КамАЗ уже никуда не ехал, и он в кабине был. Я так понимаю, увидел этот офицер, головой помотал. Все, я спустился в лесополосу, увидел, что идут 2 танка. Чьи танки, я не знал, как бы это расстояние было метров 300, я не понимал чьи-то. Потом увидел, что это танки вооруженных сил Украины. Они еще обстреляли мою радиостанцию и проехали дальше. Я зацепился ногой за ветку и от боли сильной потерял сознание. Когда я чухался, уже не было ни моей радиостанции, ничего, и, сумерки были. Я наложил там импровизированную шину из веточек, достал ИПП, мало-мало замотал, чтобы там, ни заражения крови не было, ничего. Примерно сутки я полз по этой полосе. 25 числа возле электростанции, там какая-то была электростанция, я так понимаю, это охранники, частное охранное предприятие, они взяли меня, напоили водой горячей, не горячей, а теплой, потому что я сильно замерз. Вы у них не спрашивали, это бандеровцы были или какие-то другие, может быть, люди? Я ничего не спрашивал. Ну, просто в России, знаете, вы же знаете, да, что Я наслышан. кого-то Что- денацифицируют, Да. Вы же должны были спрашивать, наверное, как российские военные у украинцев, вы националисты или не националисты, потому что... Они просто гражданские люди, меня привезли в полицейский участок потом. В полицейском участке даже мне, когда начался обстрел, это было в Чернигове, меня даже взяли под руки, помогли спуститься в подвал, чтобы меня, я не погиб под обстрелом, вдруг туда попадет там снаряд, не снаряд. Я в подвале просидел, меня взяли там сотрудники в штатском, были, оперативники какие-нибудь, тоже показания. И так как я истекал кровью, у меня нога была перебита, меня отправили в Черниговский военный госпиталь. В Черниговском военном госпитале мне врачи сразу же неотложно сделали операцию, так как у меня конечность уже отмерла, потому что, сутки прошли более, может даже более, не знаю, сутки. Сделали операцию, ампутировали ниже колена ногу. У нас сейчас нет возможности двигать камеру. Давайте я вам помогу привстать, для того, чтобы у нас люди, которые смотрят, просто, то есть, понимали, что вот это живой человек, вот это я живой человек, вот это нога, о которой вот идет речь, и человек, который пострадал, это человек из Российской Федерации, это человек не актер. Нет, конечно, в России, конечно, напишут, что это фейк, все, но, по-моему, мы представились, точный адрес назвали, Просто я хотел с националистами с этими довершить разговор, Вы уже поняли вообще, кто это такие вот эти вот националисты, о которых рассказывают по российскому телевидению? Я так понимаю, если бы это были националисты, меня было, может быть, в том подвале, где оперативники. Нет, это понятно. А вообще, где они эти вот? Кто националисты? Вы уже поняли? Из истории, из того, что я знаю и читал, это националисты крайние были, это, наверное, только в гитлеровской Германии. Я вот подразумеваю, националисты это те, кто уничтожает просто народы, национальности. Нет, на территории Украины националистов, я никаких анархистов, еще кого-то не увидел. Со мной врачи обращались нормально, они мне провели хорошую операцию, сделали так, чтобы мне потом можно было сделать протез, не протез, я не знаю, чтобы я мог как-то потом ходить в итоге. А когда вас оперировали в Чернигове, вы говорите, вы слышали уже тогда удары по Чернигову? На тот момент слышал только воздушную сирену. Я не слышал, чтобы были произведены удары. Это где-то 25-26 число получается, да? 25-го мне сделали операцию. Тогда еще по Чернигову не утюжили это. Потом где-то 26-го, 28-го меня перевезли в другой военный госпиталь. И поместили под охрану вооруженную. Как мне сказали, это для вашей же безопасности. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, то, что сейчас происходит в Украине, это какая-то спецоперация, которую объявил Путин, или это полномасштабное вторжение российских войск в Украину? Это никакая спецоперация, это просто вторжение вооруженных сил России.
Хорошо. Вы звонили уже кому-то из своих родственников? Нет. Хотите позвонить? Да. Останови запись, давай попробуем. Созвонимся, не созвонимся. Алло, Викуль, привет. Оля, Я. Оля, это ты? Я, солнышко. Оля, Да. ну скажи ты. А ты где? Дома мы, Оля, мы у тебя, я с ботаником сегодня приехала. Вот, раз я об этом всем рассказала. Оля, Викуля, слышишь меня? да, Викуля. говори. Викуля, я живой, все нормально, слышишь меня? Да, вот. Викуль, я нахожусь в Украине в плену. Да, это я прекрасно, да, помоги. Что происходит? Кто я не Тетка. так говорит? Почему? Нет, это жена. Она плачет просто, а там тетка. Алло, Да. Викуль, я говорю, я нахожусь в Украине, я в плену. Получил тяжелое ранение. Я об этом уже знаю. Знаешь? Ну все. Да. Как ребятишки? Хорошо все. Коль, подполковник там приезжал ко мне, все сказал, что все будет хорошо. Сейчас он вытащит вас оттуда. Слышишь меня? Слышу. А как вытащить? А как они нас вытащат? А? А как они нас вытащат отсюда? Обыкновенно как. Ну, понятно. Ну как Он обыкновенно? хотел вперед, а потом уже захват будут делать и все. Да. Спросите, пожалуйста, еще будут убивать мирных жителей? Не получится, Вик. Они что, еще собрались мирных жителей убивать? Тут столько народу погибло. Тут тут родильные дома складываются по кирпичикам. Тут школы складываются. Тут столько мирного населения погибло. Тут просто погибли около 150 грудных детей уже, Вика. Тут ад. Они не будут убивать это. Они сказали, что убивать не будут. Я надеюсь, они прекратят эту войну. Скажи за ногу. Викуль, меня ногу ампутировали, у меня нету левой ноги ниже колена. Я получил тяжелое ранение получил. Я тоже об этом слышала. Врачи здесь в Украине очень хорошие специалисты, они мне помогли, сделали операцию. Обращаются с нами нормально. Все хорошо, кормят, не обижают, всячески помогают. Скажите, пожалуйста, она понимает, что это полномасштабное вторжение России в Украину? Что по новостям? Вика, что по новостям говорят? Ты понимаешь, что это полномасштабное вторжение России в Украину? Тут просто война идет. Я понимаю, что там война идет, да, я это все понимаю. Что у нас там по телевизору, в интернете говорят? Интернет я не смотрю, Коля, стараюсь его не смотреть. Я не смотрю новости, ты знаешь, что я их в принципе не смотрю. Скажи, сколько у вас убитых и раненых? У нас погибших военнослужащих российской армии около 13,5 тысяч солдат и офицеров. Более 50 тысяч Ну, раненых. это бывает, когда вот это, знаешь... Более 50 тысяч уже раненых. У нас в плену только находится около 3,5 тысяч военнослужащих. Тут очень все плохо и тяжело, Викуль. Я знаю. Ну, наши говорят, что ничего там такого не собираются делать больше. Больше не... Они тоже за то, чтобы прекратилось это все. Я надеюсь, так и будет. Потому что, сама Они знаешь, говорят, а каждую минуту это происходит. они говорят, а каждую минуту здесь я нахожу, я не могу сказать, в каком я городе, потому что, ну, под удар не хочу подставлять этих людей. И тут каждый день... Почему этих людей? И себя, они же и по тебе бомбанут. И себя, ты замолчал. да, и себя не хочу подставлять, и людей, которые здесь живут, и пока пытаются жить, налаживать, пытаются жить нормально. Расскажи, что тебя бросили твои.
И меня, когда меня ранили, меня вообще бросили. Мне даже не дали обезболивающего, ничего. Я 24 числа меня ранили, а в плен я попал только 25-го. Я сутки полз по лесополосе. Просто сутки с перебитой ногой я полз. Пока меня не нашли, не доставили в госпиталь. Я уже, сознание терял, я мог просто умереть. В госпитале меня перелили около 1,5 литров крови. Ты передай им тоже, медикам. Тебя слышат, Вик, все. Я на громкой связи. Спасибо им большое, передай. Можно один вопрос просто еще? Да. Виктория, а вы поддерживаете действия России в отношении Украины? Нет. Если хотите, можете спросить еще что-то из своих каких-то. Поговорите, спасибо. Что это война? Потом. И Коля, у меня тут не нужна война. Он никогда на это не согласился. Викуля, как мама? Вова? Вова нормально, он больше вперед отошел. Мама как? Она знает? Мама в понедельник ко мне приедет. Все, понял. Говори. Да, Тань. Это Таня. Коль, нам не нужна война ни с чьей стороны. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы и с той стороны матери не страдали. Спасибо. Мы А с хотим, чьей чтобы стороны вы- война? Коля, Просто вопрос. С чьей стороны война? Да все они прекрасно понимают, с чьей стороны война. Ну, пусть я хочу, если можно, услышать, Таня, с чьей стороны война? С чьей стороны война? Кто ее развязал? мы в политику не ввязываемся. Мы хотим мир. Есть еще вопросы какие-то? К тому, что... Не. В какую политику вы не ввязываете? И простой вопрос. С чьей война идет вторжение России в Украину? Утюжатся дома, убиваются люди, гибнут дети. Вы говорите, вы в политику не влазите, у вас вот ваш родственник без ноги здесь сидит. Вы в политику не влазите или как? Как понять? Как понять ваш ответ? Не понимаем ничего. Нам не нужно, чтобы люди гибли ни с чьей стороны. Мы хотим мира. Если хотите посмотреть интервью, На канале Владимир Золкин будет интервью. ищи Да, своих да, канал в Телеграме, там Да. правда. Да, на телеграм-канале ищи своих в телеграме, если хотите, вы можете смотреть, и там вы увидите, если откроете глаза, то вы увидите все, что происходит. Много из этого, по крайней мере. Тут У очень... меня нет прав. Таня, Там сейчас будет это интервью, посмотрите его. Я открою. тут вся война сплошной обман. Прощайся. Да. Ладно, солнышко, пока. Береги себя и пацанов. Слышишь? Все, я люблю тебя очень. Слышишь меня? Что? Ну, ты же не знал, что ты туда едешь. А кто знал? Ничего не знал. Никто не знал. Учения, приехали в войну. Ты же не хотела этого, я знаю. Вернись домой. Постараюсь. Это уже не от меня зависит. Я люблю вас очень. Это зависит от того, когда ваш параноик перестанет бомбить Украину. Все зависит от того, когда война закончится, когда наш главнокомандующий перестанет утюжить мирное население, мирные дома, больницы, госпиталя, детские дома, родильные дома. Когда он перестанет складывать, блядь, по кирпичикам города. Тут просто русскоязычный, оказывается, город, Харьков. Это русскоязычный город, где никто никогда не запрещал русский язык, он в руинах, его нету. Его просто стерли с лица земли. Миллионник. Город-миллионник. Беженцев просто убегает, уже около 5 миллионов человек, беженцев с Украины, уже, правда, женщин и детей. Но это понятно, они не должны страдать. Они уже Я знаю. Ладно, Викуль, давай, береги себя и пацанов. Я люблю вас очень. Тебя жду. Слушай,
У нас довольно объемный здесь получился разговор по телефону, да, для этого видео. Есть что-то добавить, может быть? Хочу просто, чтобы война прекратилась и все. Я не хочу, чтобы эта братоубийственная война продолжалась еще даже, блядь, минуту, 2-3. Вообще нисколько не хочу. Потому что у меня, не знаю, не могу я. Ты считаешь, фраза «братоубийственная война» уместна? Уже нет. Как нам относиться, народу Украины, к вам за все, что вы сделали? Даже не представляю. Ты вообще понимаешь, да, что мы уже сейчас даже не говорим ни про какие митинги, ни про что. Мы сейчас просто пытаемся открыть россиянам глаза банально на то, что происходит. Ты слышишь эти ответы? Это твоя жена ответила, что политикой не интересуется. Ну, они, правда, Без нее политикой не интересуется. Как нам это понимать? Вот скажи. Ну, мы нормально общаемся, нет ничего. Нет, это как это понятно. понимать? Просто она такая, что она не верит, она и на голосование ко мне не ходит, она не верит политикам вообще. Нет, это же просто не политика, тут люди гибнут. Это же не, это, причем здесь политика уже. Ну, она, значит, не так поняла на эмоциях. Они же сказали, что не нужно... Ладно, хорошо, спасибо вам, сейчас опубликуем видео. Все, хватит.